Анатомия катастрофы. Почему лопаются пузыри недвижимости и где рванет в 2026 году? Что заставляет инвесторов сидеть за одну ночь, а целые страны погружаться в депрессию на десятилетия? Сегодня мы с вами поговорим о пузырях на рынке недвижимости. Мы совершим ретроспективу от великого краха 2008 года до тихого взрыва в Китае, который, возможно, вы не заметили, и сегодняшних тревожных звоночков в Майами и Токио. Мы разберем, как лопающийся пузырь в недвижимости в одной стране может оставить без работы строителя в другой, и почему понимание этих циклов – это ваша главная защита от потери капитала. Всем привет, с вами Ника Рудакова. Подпишитесь на этот канал, если интересуетесь недвижимостью или инвестициями в девелоперские проекты. И досмотрите это видео до конца, потому что в конце вы узнаете о том, как распознать пузырь на рынке недвижимости. В мире недвижимости есть опасная мантра – бетон всегда растет в цене. Но история последних 20 лет раз за разом доказывает, что это ложь. Пузырь – это когда цена актива отрывается от реальности и просто летит в космос на топливе из дешевых кредитов и человеческой жадности. А потом наступает момент, когда последний покупатель заходит в рынок, и все, обрыв. Американская трагедия и крушение мира. Давайте перенесемся в 2005 год. В США просто праздник. Банки выдают ипотеку всем – таксистам, студентам, людям без работы и дохода. Это называлось субпрайм-ипотека. Логика была проста. Если заемщик не заплатит, то дом всегда можно продать дороже, потому что все дома росли в цене. И смотрите, что произошло дальше. В 2007 году цены на недвижимость просто остановились. Они перестали расти. И это был уже первый тревожный сигнал. А в 2008 году рынок просто рухнул. И важно понять, это была не просто история про то, что где-то подешевели дома в пригороде. Нет. Это запустило целую цепную реакцию по всему миру. Во-первых, произошел крах Lehman Brothers. Это один из крупнейших инвестиционных банков. Почему это случилось? Потому что банки активно перепродавали ипотечные долги друг другу. И в какой-то момент оказалось, что эти долги, по сути, пустые и невозвратные. Дальше больше. Началась мировая рецессия. Потребление в США резко упало. А США – это огромнейший рынок. И когда там падает спрос, это автоматически бьет по другим экономикам. По Китаю, по Германии и по России. Фактически весь мир тогда столкнулся с понятием токсичные активы. И что в итоге? Цены на недвижимость в США упали на 30-50%, в зависимости от штата. Миллионы людей потеряли свои дома. А восстановление мировой экономики заняло почти 10 лет. И вот здесь самый важный вывод. Сейчас внимание. Когда кредиты начинают выдавать всем подряд, без разбора, без тщательной проверки кандидатов, это невозможность. Это сигнал, что из этого рынка пора выходить. А перед тем, как мы продолжим этот финансовый триллер, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой YouTube. Вам не сложно, а мне это будет оплатой за мою работу над этим видео. Смотрите, похожая история происходила не только в США. В Европе в это же время надувались свои пузыри. И самые яркие примеры – это Испания и Ирландия. В середине 2000-х там строили настолько активно, что по объемам они обгоняли практически всю остальную Европу вместе взятую. Но давайте разберемся, почему это вообще произошло. Деньги стали очень дешевыми, кредиты раздавались легко. Банки активно финансировали застройщиков, потому что рынок рос, и всем казалось, что так будет всегда. В итоге застройщики начали строить не под реальный спрос, а впрок, в расчете на то, что покупатели все равно придут. И вот здесь ключевой момент. Рынок перестал опираться на реальных покупателей и начал держаться на ожиданиях и кредитах. То есть, пока деньги дешевые, система работает. Как только поток денег останавливается, все начинает сыпаться. Теперь посмотрим на Испанию. Стройка занимала около 20% ВВП страны. Это колоссальная зависимость экономики от одного сектора. И как только в 2008 году пузырь лопнул, кредиты сократились, покупатели исчезли, и вся эта огромная строительная машина просто остановилась. Результат был жесткий. Целые районы и даже города остались пустыми. Настоящие города-призраки, в том числе в районах Севильи и Аликанте.
Тысячи объектов оказались недостроенными или никому не нужными. Безработица среди молодежи взлетела до 50%, потому что стройка – это один из крупнейших работодателей. И когда она встала, люди массово остались без работы. В Ирландии ситуация развивалась по похожему сценарию, но еще глубже ударила по финансовой системе. Цены на жилье упали на 54%, а банки, которые активно кредитовали рынок, начали терпеть огромные убытки. Их активы обесценились, потому что были завязаны на недвижимости, которая резко подешевела. В какой-то момент банковская система фактически перестала нормально работать, и ее пришлось спасать за счет денег ЕС. И вот теперь самый важный вывод. Если экономика страны начинает держаться на одном секторе, особенно на строительстве и недвижимости, это не рост, это перегрев. А перегрев всегда заканчивается одинаково. Сначала кажется, что все идеально и будет только лучше, а потом происходит резкое охлаждение и болезненный откат. Поэтому, когда вы видите рынок, где строят на будущее, где деньги раздаются легко и все крутится вокруг недвижимости, это не сигнал срочно заходить. Это сигнал остановиться и очень внимательно подумать. Теперь давайте посмотрим на Китай. И, возможно, это самый масштабный пузырь в истории. Десятилетиями китайцы вкладывали до 70% своих сбережений в недвижимость. Почему? Потому что альтернатив практически не было, а рынок постоянно рос, создавая ощущение, что это самый надежный способ сохранить и приумножить свои деньги. На этом фоне застройщики, такие как Evergrande, начали массово строить жилье в долг, рассчитывая, что спрос никогда не закончится. Но в какой-то момент система начала давать сбой. В 2021 году начался коллапс, продажи замедлились, долги накопились, и стало очевидно, что рынок перегрет. К 2024-2025 годам мы увидели уже последствия. Крупнейшие девелоперы начали объявлять о своих дефолтах. В стране остались миллионы пустых квартир. По оценкам, жилья достаточно, чтобы разместить до 90 миллионов человек. И это прямой результат того, что строили не под реальный спрос, а в будущее, на ожиданиях. И вот ключевое, что важно понять. Когда такой гигант, как Китай, начинает тормозить, это бьет по всему миру. Падает спрос на металл и стройматериалы. Страдают экономики стран вроде Австралии или Бразилии. Но еще важнее другое. Рушится вера в вечный рост. И вот в 2026 году мы уже видим, как китайский капитал начинает искать выход, перетекая в более стабильные рынки, включая и Европу. Итак, вывод. Если рынок растет только потому, что в него массово несут деньги, а не потому, что есть реальный спрос, это неустойчивость. Это пузырь, который рано или поздно лопается. Кстати, в комментариях к этому видео есть ссылки на мои соцсети, где вы можете узнать больше обо мне и реальных кейсах инвестирования в Европе. Просто перейдите по ссылке и подпишитесь на мой телеграм-канал. Карта рисков 2026. Где пузырь надувается прямо сейчас? Давайте теперь посмотрим на текущую ситуацию. Если опираться на отчет UBS Bible Index 2025-26, картина становится довольно понятной. Есть рынки, где уже видны признаки перегрева, и важно понимать, почему именно. Первое – это Майами. Индекс риска 1,73, один из самых высоких в мире. Почему? Потому что цены сильно выросли, но при этом доходность от аренды падает. А значит, инвесторы начинают зарабатывать меньше. Плюс растет стоимость страховки из-за климатических рисков. И в итоге расходы увеличиваются, доходы снижаются, и это классическая модель пузыря. Дальше Токио и Цюрих. Здесь проблема в другом. Цены оторвались от доходов населения. То есть недвижимость растет быстрее, чем зарабатывают люди. В результате покупка становится все менее доступной. Например, чтобы купить квартиру в Токио в 2026 году, среднестатистическому человеку нужно работать около 15 лет, вообще не тратя деньги. И это прямой сигнал, что рынок живет не за счет реального спроса, а за счет ожиданий. Ну и теперь Дубай. В 2024-2025 годах цены росли примерно на 11% в год. Но важно другое. В 2026 году на рынок выходит рекордное количество новых объектов. А это значит, что предложение начинает резко опережать спрос. И аналитики уже говорили о зоне переоцененности. И сюда добавляется еще один фактор – геополитика. В
том числе ситуация с агрессией Ирана. Любая нестабильность в регионе сразу бьет по ключевым драйверам Дубая – туризму, инвестициям и ощущению безопасности. А когда растут риски, поток туристов и капитала резко падает. Сочетание с переизбытком предложения это усиливает что? Вероятность падения рынка. И теперь самый главный вопрос – а где же безопасно? Сейчас в более устойчивой позиции находятся такие города, как Мадрид, Милан, София и побережье Болгарии. Почему? Потому что здесь рост цен поддерживается не ожиданиями, а реальным спросом. Плюс, например, в Болгарии есть дополнительный фактор – вход в еврозону в 2026 году, что усиливает доверие инвесторов. При этом жилье остается более доступным. Коэффициент доступности в 2-3 раза лучше, чем в перегретых мегаполисах. И вот ключевой вывод. Рынок становится опасным не тогда, когда цены просто растут, а тогда, когда рост отрывается от реальности, то есть от доходов людей, от аренды и от реального спроса. Поэтому ваша задача как инвестора не гнаться за ростом, а понимать, за счет чего этот рост происходит. Если за ростом стоят реальные деньги и реальные люди, то это действительно рост. А если за ним стоят ожидания и дешевые кредиты, то это уже пузырь. Как же не стать жертвой пузыря? Пузыри лопаются всегда. Это закон экономики. Но они не лопаются одновременно везде. То есть пока в Майами цены летят вниз, в Болгарии они могут расти, потому что рынки находятся на разных стадиях цикла. Как же распознать пузырь самому? Смотрите на соотношение цены к аренде. Если ипотека стоит в 2 раза больше, чем аренда такой же квартиры, то вы в пузыре. Психоз. Если, например, уже даже ваши друзья-домохозяйки начали обсуждать инвестиции в бетон в какой-то стране, то бегите с этого рынка. Доступность. Если локальный житель не может себе позволить купить жилье в своем же городе, то значит, что рынок держится только на спекулянтах. Мы в команде Ника Холмс анализируем рынки не по картинкам, а по отчетам UBS и Deloitte. Мы не ведем клиентов в пузыри, мы выбираем рынки с фундаментом. Друзья, знание истории спасает кошелек. Не будьте тем последним покупателем, на котором закроется дверь. Подпишитесь на мой YouTube, чтобы понимать механику больших денег. В описании ссылка на мой Telegram. И напишите в комментариях, в каком городе, по вашему мнению, сейчас самый большой пузырь. Дубай, Лимассол или, может быть, Москва? Друзья, сегодня мы прошлись по верхушкам мировых кризисов. Но есть одна история, которая прямо сейчас, в 2026 году, переписывает все учебники экономики. Это история о том, как одна компания умудрилась накопить долг в 340 миллиардов долларов. Это больше, чем ВВП многих европейских стран. И речь идет о китайском титане Evergrande. Их падение длилось несколько лет. И вот недавно мы уже увидели финал. Полное исключение с биржи и ликвидацию. Это был не просто пузырь, это была целая пирамида из бетона, которая строила города-призраки для миллионов людей, которые там никогда не жили и не будут жить. У меня к вам вопрос. Хотите ли вы, чтобы в следующем видео я пошагово разобрала, как Evergrande обманул систему? Как они строили дома, в которых нет даже лифтов? И почему их крах в Китае может аукнуться вам, даже если вы просто покупаете квартиру в Болгарии? Если мы соберем 100 лайков под этим видео, или вы напишите в комментариях слово «Китай», я сделаю отдельный спецвыпуск о том, как рухнула самая дорогая империя недвижимости в мире. Поверьте, там сюжет круче любого триллера на Netflix. Жду ваши голоса в комментариях. С вами была Ника Рудакова. До встречи!